Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о змеях, что мы знаем о них. И тут от мала до велика хором скажут все. Мультфильмы и фильмы смотрели, знаем. Кто не смотрел или не читал о мангусте Рикки-Тикки-Тави, где он сталкивается с кобрами, Нагом и его супругой Нагайной, а в Маугли питон Каа гипнотизирует наших далеких предков бандерлогов, предлагая им подойти еще немножко поближе. Кто знает зачем? Жуть! И тут же добряк-интеллигент удав, только в другом произведении говорит, что его половинками мерить нельзя, потому что он целый. А змея Скоропея, помогающая Иванушке с его бытовыми проблемами, и змей Горыныч только есть лапы и голов больше, чем одна, и в Библии говорящий, причем с неслабым интеллектом, или с даром убеждения, или НЛП. История умалчивает. Да еще много где встречаются змеи, причем довольно разные, и это только вымышленные человеком. А посмотришь на символ здравоохранения, и тут змея. Людей врачи делают здоровыми. Так почему же змея примостилась на чашечке? Кого-то змеи пугают, кого-то завораживают. У одних вызывают отвращение, у других восхищение. Но точно никто не остается равнодушным. А какие ядовитые, а какие нет? Вредные или безвредные? И какая от них польза? С этим надо разобраться. И это очень интересно. Поэтому здесь и сейчас мы и поговорим о них поподробнее. Поехали! Вопрос о происхождении змей до сих пор остается одним из самых таинственных в палеонтологии. Ученые считают, что эти рептилии произошли около 150 миллионов лет назад от какой-то группы ящериц. До сих пор непонятно, что это была за группа, а также почему змеи стали длинными и безногими. Согласно одной точке зрения, утрата конечностей связана с переходом к водному образу жизни. В воде лапы не нужны, там гораздо выгоднее двигаться, змееобразно, изгибая тело. Подтверждением данной версии служит то, что одна из древних двулапых змей, Пахиофис, была водным животным. Тогда же, в начале мелового периода, обитала ящерица Пахирахис, которая напоминала, возможно, предков змей. Она имела змеевидное тело и лишь одну пару конечностей. Если передние лапы отсутствовали, то задняя пара лап сохранилась, но была недоразвита. Пахирахис жил в пресных водоемах и плавал, по-змеиному, изгибая тело. Задние конечности в плавании и передвижении по суше не участвовали. Согласно другой гипотезе, предки змей были роющими ящерицами, утратившими конечности из-за того, что под землей от них больше вреда, чем пользы. Представьте себе, жить в узких подземных ходах, где не нужно ни длинных ног, ни острых когтей. Эти адаптации оказались настолько успешными, что конечности начали становиться все меньше и меньше, пока и вовсе не исчезли. Этот процесс известен как редукция конечностей. Параллельно развивались и другие черты. В норах глаза не так важны, поэтому у древних змей зрение ухудшилось. Однако другие органы чувств, такие как обоняние и способность ощущать вибрации, стали невероятно точными. Эту версию подтверждает то, что примитивные змеи из группы слепозмеек действительно подземные животные. Также известно, что представители многих групп ящериц, например, сцинки, безногие ящерицы, веретеницы или чешуеноги, при переходе к роющему образу жизни также теряли конечности. При этом неизвестен ни один случай утраты лап у водных ящериц. Довольно долго предками змей считались ящерицы из группы варанов. Эти ящерицы, как и змеи, имеют длинный подвижный язык, сильно развитый, отвечающий за хеморецепцию орган Якобсона, дополнительное подвижное сочленение ветвей нижней челюсти, а также схожее со змеями строение позвонков. Кроме того, обитающие в Индонезии безухие вараны, как это видно из их названия, так же как и змеи, лишены наружных ушных отверстий. Тем не менее, детали строения черепа у варанов и змей сильно различаются, а кроме того, молекулярный анализ ДНК показывает, что обе эти группы весьма далеки друг от друга. Также против этой версии свидетельствует еще и то, что среди варанов нет представителей, ведущих полностью подземный образ жизни. А вот с другой группой современных ящериц, называемых гекконами, у змей куда больше общих черт строения.
В частности, черепа змей и гекконов полностью лишены височных дуг и имеют подвижное сочленение костей нижней челюсти. Веки у многих гекконов, так же как и у змей, срослись и образовали прозрачную внешнюю оболочку глаза. И, наконец, среди этих ящериц есть те, кто ведет роющий образ жизни. Согласно этим данным, гекконы и змеи отделились от прочих чешуйчатых, то есть примерно тогда, когда, согласно данным палеонтологов, эта группа и возникла. Одним из самых значимых ископаемых представителей ранних змей, который позволяет глубже понять, как эти удивительные существа эволюционировали из ящериц в свою уникальную форму, был Наджаш. Его обнаружение в 2003 году в Патагонии стало научной сенсацией, поскольку Наджаш сохранил множество примитивных черт, утраченных у современных змей. Между прочим, нельзя сказать, что змеи совершенно безногие. У широко известных удавов и питонов сохраняются рудименты задних конечностей в виде хорошо заметных коготков по бокам анального отверстия. Также рудиментарные ножки есть у вальковатых змей, распространенных в Южной Америке и в Азии. После вымирания динозавров в конце мелового периода началась эпоха млекопитающих, но и змеи тоже пережили этот кризис. Изучив окаменелости и проанализировав генетические различия, авторы исследования пришли к выводу, что все современные змеи произошли от нескольких видов, переживших мелпалеогеновое вымирание. После удара астероида они скрывались под землей, а также в воде и на лесной подстилке, долгое время обходясь без еды. Примерно 60 миллионов лет назад змеи начали активно расселяться и адаптироваться к разным условиям. Их процветание стало возможным благодаря исчезновению динозавров. В отсутствии конкуренции и приятного климата змеи начали увеличиваться в размерах и распространяться по миру. Именно в то же время жила самая крупная змея – Титанобоа, известная науке, длиной до 13 метров, а вес более тонны. Титанобоа обитала на территории современной Колумбии, в регионе которой в палеоценовую эпоху представлял собой обширные тропические леса с многочисленными болотами, реками и озерами. Болотистая местность с множеством рек и озер обеспечивала Титанобоа идеальную среду для охоты на рыбу и ранних предков современных крокодилов. Как современные анаконды, она, вероятно, предпочитала проводить большую часть времени в воде, где ее огромное тело могло двигаться незаметно. Появились новые группы, в том числе гигантские морские змеи длиной до 10 метров, ядовитые гадюки и кобры, огромные удавы и питоны. Таким образом, катастрофа позволила этим пресмыкающимся оказаться в новых нишах, ранее занятых их соперниками. А второй пик эволюции змей пришелся примерно на то время, когда Земля перешла от теплого климата к более холодному и начался ледниковый период. Змеи показали способность быстро создавать новые виды и более крупные систематические группы. Со временем змеи освоили все материки Земли, кроме Антарктиды, и даже поселились на множестве островов. Редкими исключениями, не имеющими в природной фауне змей, остались Ирландия и Новая Зеландия. Змеи также приобрели комплекс уникальных адаптаций, таких как отсутствие конечностей, длинное тело, развитое обоняние и, разумеется, их фирменные яды. Да и кому нужны эти конечности? Пусть они болтаются у млекопитающих. От них одни проблемы. То слабость в ногах, то руки мерзнут, а со временем вообще беда. Напротив, строение змеи удивляет своей эффективностью и уникальностью. Мое тело – мое дело, и змеи превратили его в универсальный инструмент для выживания, охоты и движения. Но обо всем по порядку. Змеи, подобно всем прочим рептилиям, относятся к позвоночным животным. Только позвонков у нее не 35, как у человека, а намного больше. Змея – это живой конструктор из сотен позвонков и ребер, которые обеспечивают невероятную гибкость. Представьте себе позвоночник, состоящий из 200-400 позвонков, каждый из которых снабжен парой ребер. Это позволяет змеям скручиваться в клубки, скользить по земле, взбираться на деревья и даже плавать, как водяные статуи.
струи. А голова змей устроена так, что челюсти могут растягиваться до невероятных размеров. Это достигается за счет эластичных связок, которые соединяют кости черепа. У змеи нет жесткой фиксации нижней челюсти, каждая половина двигается независимо, как два рычага. Змея может заглатывать добычу, превышающую собственную ширину в 2-3 раза, и из головы постоянно высовывается раздвоенный язык. Раздвоенный язык змеи – это удивительная адаптация, которая играет ключевую роль в их ориентации в окружающем мире. Эта особенность не просто декоративная или случайная. Она дает змеям уникальные преимущества в охоте, навигации и общении с окружающей средой. Раздвоенный язычок змеи действует как своего рода сенсорный орган, который позволяет животному собирать химические сигналы из окружающей среды. Когда змея высовывает язык, каждая его половинка собирает молекулы из воздуха или поверхности. Затем язык возвращается в рот, где его кончики передают собранную информацию в специальный орган Якобсона, расположенный в верхнем небе. Орган Якобсона – это чувствительная структура в небе змеи, которая анализирует молекулы, собранные языком. Этот орган помогает змеям оценивать запах добычи, узнавать территорию, реагировать на потенциальную угрозу. Благодаря раздвоенности языка змея может сравнивать концентрацию химических сигналов с левой и правой стороны. Если на одном из кончиков молекул больше, змея понимает, с какой стороны источник запаха, например, добыча или потенциальная опасность. Это позволяет змеям буквально чувствовать направление, даже если она не видит или не слышит объект. Кстати, насчет глаз. Змеи не моргают, потому что у них нет век. Их глаза защищены прозрачной чешуей, которая периодически обновляется во время линьки. У дневных змей зрение цветное, а у ночных адаптировано к слабому свету. Некоторые змеи видят тепловые силуэты добычи благодаря инфракрасным органам. Тепловые ямки, например, у гадюк и питонов, позволяют видеть тепло теплокровных животных даже в полной темноте. Со слухом в человеческом понимании у змеи все плохо. У нее нет ушей, ни ушной раковины, ни барабанной перепонки, которая обычно используется для улавливания звуковых волн в воздухе. Но все-таки змеи слышат, только другие звуки, низкочастотные, которые передаются через грунт или воду. И оказывается, основным инструментом для восприятия звука у змей является нижняя челюсть. Косточки челюсти соприкасаются с землей, и вибрация от движений или звуков передаются через челюстную кость к внутреннему уху. И этого вполне хватает. Например, змея может слышать шаги приближающегося животного или движение добычи в кустах. А то, что исполняют индийские укротители змей на дудочках, это ерунда. Змеи не слышат высоких звуков, издаваемых дудкой, но они очень хорошо улавливают движения. Укротитель двигает инструмент перед змеей, а та, реагируя на эти движения, начинает следовать за флейтой своим телом. Когда змея видит перед собой объект, который движется вверх и вниз или из стороны в сторону, она воспринимает это как потенциальную угрозу. Поднимая свое тело и следуя за движением дудки, она занимает защитную позу, готовая к атаке в случае необходимости. Змея инстинктивно реагирует на движение, чтобы оценить, представляет ли объект опасность, или же это добыча. Так что дуди не дуди, кричи не кричи змее по барабану. Может, змея поэтому такая и спокойная, как удав, что ее лишние звуки не травмируют. И вся змея покрыта чешуйками. Кожа змеи действительно покрыта кератиновыми чешуйками, которые являются ее главным защитным элементом. Они могут быть гладкими или рельефными, в зависимости от вида. Гладкие чешуйки облегчают скольжение по земле. Рельефные чешуйки обеспечивают лучшее сцепление при лазании. Под чешуйками кожа. Нижний слой содержит кровеносные сосуды и пигментные клетки, которые отвечают за окраску и рисунок, а верхний слой кожи состоит из ороговевших клеток. Он обновляется регулярно во время линьки. И да, змеи линяют. Не как, конечно, поношенные вещи после стирки. Немного по-другому. Змеи линяют, то есть сбрасывают старую кожу по нескольким важным причинам, связанным с их биологией, ростом и выживанием. Линька – это естественный процесс, необходимый для обновления кожи и поддержания здоровья. Кожа змеи не растягивается вместе с телом, как у млекопитающих, поэтому змея сбрасывает старую кожу, чтобы освободить место для роста.
По мере увеличения длины и массы змеи, ее новая кожа должна соответствовать увеличившимся размерам. Во время жизни кожа змеи может подвергаться повреждениям, порезам, царапинам или другим мелким травмам. Линька помогает обновить покрытие, избавляя змею от поврежденного слоя. В процессе линьки змея избавляется от внешних паразитов, таких как клещи и другие насекомые, которые могли закрепиться на ее коже. Также змеи очень различны по окрасу. Окраска и узоры кожи помогают змеям сливаться с окружающей средой. Например, пустынные змеи имеют песочный окрас, чтобы быть незаметными среди песка. Древесные змеи окрашены в зеленый или коричневые тона, чтобы прятаться среди листьев. Змеи, обитающие в лесной подстилке, часто имеют пятнистый или полосатый рисунок, который напоминает тени листвы. А некоторые, наоборот, яркие. Яркие окраски часто являются сигналом для хищников. «Я опасна, не трогай меня». Ядовитые змеи, такие как коралловые, крайты, используют яркие цвета, чтобы отпугнуть потенциальных врагов. А есть и такие, которые имитируют окраску ядовитых видов. Например, неядовитая калифорнийская королевская змея подражает яркому рисунку коралловой змеи. Некоторые змеи используют яркие цвета и узоры, чтобы сбить хищников с толку. Узоры могут выглядеть как глаза или головы, пугая врагов. Хвост может быть окрашен ярче, чем голова, чтобы отвлечь внимание. Кстати, и хвост у змеи – это важная часть ее тела, которая выполняет множество функций. Хотя змеи лишены конечностей, их хвост – универсальный инструмент, который участвует в передвижении, защите, общении и охоте. Хвост у змеи начинается сразу за клоакой и состоит только из позвоночных позвонков, без ребер. Некоторые змеи используют хвост, чтобы отпугивать хищников. У гремучих змей кончик хвоста оснащен специальным гремящим механизмом, который создает шум для предупреждения врагов. Хвост участвует в создании устойчивости и помогает змее контролировать направление при движении. У древесных змей хвост обвивает ветви, обеспечивая дополнительную фиксацию. У водных змей он действует как руль, помогая маневрировать в воде. И с внешним видом вроде бы разобрались. Посмотрим на змеиный внутренний мир. Внутренние органы змеи также имеют уникальное строение, адаптированное к ее вытянутой форме тела. Из-за отсутствия конечностей и ограниченного пространства органы располагаются линейно, а некоторые из них подверглись значительным изменениям. Это позволяет змеям эффективно функционировать, питаться крупной добычей и выживать в самых разных условиях. И начнем с дыхательной системы. Дышит змея довольно-таки обыкновенно. Через ноздри втягивает воздух и через рот выдыхает. Все как учили, дышать правильно. Только у змей развита только правая легкая, которая занимает значительную часть тела. Левая легкая либо сильно редуцирована, либо отсутствует вовсе. У некоторых видов, особенно водных змей, задняя часть легкого действует как воздушный мешок, помогая регулировать плавучесть. Что насчет сердца? Змеи не бессердечные, у змей есть сердце, и расположено оно ближе к голове, что снижает давление на него при заглатывании крупной добычи. Оно у них трехкамерное, 2 предсердия и 1 желудочек, что характерно для всех рептилий. Сердце может перемещаться внутри тела, чтобы избегать давления со стороны пищи. Помимо прочего присутствует кровеносная, нервная, пищеварительная, выделительная и половая система. Отметим еще, что змеи могут долгое время обходиться без пищи, замедляя обмен веществ. Это возможно благодаря эффективной работе всех внутренних систем. По способу размножения змеи бывают яйцекладущими, бывают яйцеживородящими, когда яйца развиваются внутри организма матери, а потомство рождается в прозрачных оболочках-рубашечках. А еще есть живородящие змеи, у которых есть ложная плацента. Таких видов не очень много, в основном это гадюки. Плюс к тому, змеи хладнокровные животные, что означает, что их тело не тратит энергию на поддержание постоянной температуры, как у млекопитающих. Это позволяет существенно снизить расход энергии. В период голодания змеи могут дополнительно замедлять обмен веществ на 70% и более, да и переваривают змеи добычу медленно, что позволяет им получать энергию постепенно, растягивая ее на недели или даже месяцы. И змея неплохо руководит своими органами, чтобы минимизировать затраты энергии. Когда змея долгое время не ест, ее желудок и кишечник переходят в состояние спячки, практически не потребляя энергию. Иной раз плод
плотно поел и на полгода забыл, как это делают питоны и удавы. После приема пищи пищеварительная система быстро активируется. Да, змеи не имеют органов, требующих больших затрат энергии для работы. Например, крупных мышц или мощного мозга, с которым, например, человек борется всю свою жизнь, размахивая конечностями, не зная то ли нарастить мышцы, то ли живот убрать, да еще много о чем. Автор: да что мы все вокруг да около, органы, системы, что с ядом? Появление яда у змей – это результат сложной эволюционной адаптации, которая сделала их настоящими мастерами охоты и выживания. Яд не возник из ниоткуда, он появился как переработка уже существующих в организме белков, а потом только стал мощным оружием. Исследования показали, что у змей существуют специальные гены, отвечающие за выработку ядовитых белков. Эти гены связаны с обычными генами, которые есть у всех животных, и отвечают за функции иммунитета, свертывания крови и переваривания пищи. Эволюция перепрограммировала их, чтобы производить токсины, и изначально произошел от обычной слюны. У предков змей в слюне содержались ферменты, которые помогали разлагать пищу. Эти ферменты начали изменяться под действием мутаций, и некоторые из них стали токсичными. С течением времени те особи, у которых в слюне были более эффективные ферменты, например, те, которые парализовывали или убивали добычу, имели больше шансов выжить и размножиться. Постепенно из просто слюны сформировался яд. У современных змей они расположены за глазами, а через специальные каналы яд выделяется в зубы или бороздки на зубах. Интересно, что не у всех змей ядовитые зубы одинаковые. У одних, например, гадюк, яд впрыскивается через шприцевые зубы. У других, например, кобр, зубы имеют бороздки, по которым стекает яд. Да и яды разной направленности. У тех же гадюк гематоксины, они разрушают кровь и ткани, развились из белков, связанных со свертыванием крови. У многих из семейства аспидовые, морских змей, нейротоксины, они поражают нервную систему. А есть змеи, у которых вырабатывается сразу два яда. Это, например, крайт и некоторые виды кобр, габонская гадюка, тайпаны. Эти змеи известны своим мощным ядом, который одновременно включает гематоксины и нейротоксины. Но не у всех змей оказывается такое грозное оружие. Из 3600 видов примерно 600 являются ядовитыми, и одна лишь часть из них представляет серьезную опасность для человека. По оценкам специалистов, около 200 видов змей обладают ядом, способным вызвать серьезные последствия или даже летальный исход при укусе человека. Но даже этого количества хватает, чтобы представлять серьезную проблему здравоохранения в глобальном масштабе. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно фиксируется до 3 миллионов случаев отравления змеиным ядом, что приводит к смертельным исходам примерно в 100 тысяч случаях. Наибольшее число смертей от укусов змей регистрируется в странах с тропическим и субтропическим климатом, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинской помощи и противоядиям. И эти данные на сегодняшний день, до появления научных методов лечения укуса змей, часто приводили к смерти, и люди пытались использовать различные народные средства. Применяли травянистые настои и экстракты, очищали рану от яда путем разреза и высасывания, что имело ограниченный эффект, использовали ритуалы и магические амулеты. Однако эти методы редко спасали жизнь, а особенно при укусах смертельно ядовитых змей. Конечно, люди издавна и не из легенд, а из реальной жизни знали, насколько опасны змеи. Многие ученые древнего мира пытались найти средства против укуса змей, но все попытки оказались тщетными. Наука была слишком слаба, к тому же суеверный страх перед змеями, усиленный легендами о существовании всяких змееподобных чудищ, мешал заниматься сколько-нибудь серьезным, по тогдашним возможностям изучением этих пресмыкающихся. Считалось, что все змеи ядовиты, что они не кусают. О наличии зубов у змей никто не задумывался, а жалят, и жалом им служит раздвоенный язык. Позже, в средние века в Европе, когда любая попытка приоткрыть завесу над какой-нибудь тайной природы расценивалась церковью как посягательство на устои веры и жестоко преследовалась, тоже ничего существенного не было сделано в изучении пресмыкающихся. Должно было пройти не одно столетие, должен был наступить 17 век, чтобы человечество благодаря итальянцу Франческо Редди поняло, что ни желчь, ни слюна змеи вызывают смерть.
как думали испокон веков, а яд, выделяемый при укусе. Для доказательства этого Редди публично выпил желчь змеи. Через 100 лет другой итальянец Феличе Фонтане открыл у змей ядовитые железы, выделил чистый яд и понял механизм действия этого яда на организм животных. Ему пришлось поправить Редди. Тот считал, что яд поражает животных, попадая в их желудки. Фонтане доказал, что яд действует лишь проникая в кровь. Проделав более 6000 опытов, он выявил различные реакции организма на змеиный яд. С помощью микроскопа тщательно изучил строение зубов змей и обнаружил, что не все они ядовиты. Оказалось, далеко не у всех есть ядовитые железы и зубы, снабженные ядопроводящими каналами. Исследования Редди Фонтане открыли новую эру в изучении змей вообще и их яда в частности. Итак, механизм смерти стал ясен, но прошло по крайней мере еще столетие, прежде чем люди нашли способ борьбы с этой смертью и изобрели противозмеиную сыворотку. В 1887 году французский ученый Сиваль, экспериментируя с голубями, установил, что при повторном введении птицам яда гремучей змеи они к этому яду становятся гораздо менее восприимчивы. В конечном итоге голуби у Сиваля не реагировали на дозы яда в 6 раз превосходящие смертельные. Затем этим вопросом занялся немецкий ученый Кауфман, а потом француз Кальмет, который доказал, что животных можно сделать невосприимчивыми к ядам, если им регулярно вводить постепенно увеличиваемые, но тем не менее безопасные дозы яда. Именно Альбер Кальмет, работавший в институте Пастера, разработал первую противозмеиную сыворотку. Кальмет изучал яды змей, особенно кобр, в Индии и Индокитае. Он использовал метод гипериммунизации, разработанный Луи Пастером для вакцин. Ученый вводил небольшие дозы змеиного яда животным, в основном лошадям, и постепенно увеличивал дозировку, чтобы у них выработался иммунитет. Затем он брал кровь иммунных животных, выделял сыворотку, содержащую антитела, и применял ее для лечения укушенных пациентов. И в 1895 году Кальмет представил первую противозмеиную сыворотку, предназначенную для лечения укусов индийских кобр. После этого открытия исследования продолжились, и противозмеиные сыворотки стали более эффективными. В 20-е годы прошлого века австралийский ученый Чарльз Каллоуэй разработал сыворотку против тайпанов и других ядовитых змей Австралии, а в 50-е в Южной Америке и Африке начали производить антитоксины против местных змей, включая гремучих змей и мамп. И только в 60-е годы прошлого века созданы поливалентные сыворотки, действующие против нескольких видов змей одновременно. Сегодня противозмеиные сыворотки изготавливаются с учетом специфики каждого региона. Но несмотря на успехи, остаются проблемы. Это и дефицит противоядий в бедных странах, и высокая стоимость производства. Нельзя не признать, что змеи – существа опасные, пусть и не все, но статистика сама говорит за себя. К тому же с такими техданными змеи освоили разные экологические ниши. Они плавают в морях, роются в земле, лазают по деревьям, живут в пустынях и в экваториальных лесах, где отравляют, душат и глотают своих жертв целиком. Змеи приучились к самым разным типам пищи. Разумеется, кроме растительной, которая шнуроподобных хищников не интересует. При этом, в отличие от ящериц, многие зачастую специализируются на каком-то одном питании. И нам просто необходимо узнать, какие они бывают в дикой природе. И пусть на все виды мы не посмотрим, их на данный момент, как уже говорилось, более 3500, но на самых интересных представителей обязательно. И начнем мы с самого большого семейства – ужеобразные или ужовые, одно из самых крупных семейств змей, включающее более 1800 видов. Эти змеи обитают по всему миру, кроме Антарктиды, занимая самые разные экосистемы, от тропических лесов до пустынь. Ужеобразные значительно различаются по длине и форме тела. Длина мелких видов не превышает 10 сантиметров, например, карликовый полос или барбадосская нитевидная змея, пожалуй, самая маленькая из известных змей. А крупные достигают 2,5 метров, например, желтобрюхий или каспийский полос. Этот змей известен своей скоростью, агрессивностью и бесстрашием. Он не боится ни людей, ни крупных животных и может
атаковать их, если почувствуют угрозу. Большинство не ядовиты, то есть их зубы лишены ядопроводящих бороздок или каналов, но есть среди них и так называемые ложные ужи, обладающие крупными ядовитыми зубами. Их ядовитые клыки расположены, в отличие от представителей остальных семейств змей, не спереди, а сзади верхней челюсти. В связи с этим ложных ужей называют заднебородчатыми змеями. Функциональное назначение яда не столько умерщвление пищевого объекта, сколько его обездвиживание. Яд ужеобразных характеризуется специфичной избирательностью, оказывая воздействие лишь на животных, являющихся объектом питания ложных ужей. Для человека, как правило, яд ужеобразных не опасен, но есть отдельные виды, такие как бумсланг и тигровый уж, укус которых может привести к летальному исходу. Тигровый уж – вид змея рода длиннозубых ужей из семейства ужеобразных. Обороняясь, тигровый уж принимает характерную позу, поднимает переднюю часть туловища почти вертикально, шипит, делает выпады в сторону противника. А из расположенных на верхней стороне шеи желез выделяется едкий секрет, который вынуждает хищника, схватившего тигрового ужа, немедленно его выпустить. Бумсланг – это одна из опасных ядовитых змей Африки, хотя с виду она кажется безобидной. У нее огромные глаза, тонкое тело и яркая окраска, а ее яд действует медленно, но может вызвать смертельное кровотечение. Относится к очень агрессивным змеям, поэтому к бумслангу не рекомендуется подходить близко и делать резкие движения. Бойги – это стройные длинные змеи, живущие в тропиках Азии, Австралии и Африки. Они ведут ночной образ жизни, отлично лазают по деревьям и известны своим агрессивным характером. Хотя их яд редко опасен для человека, некоторые виды могут вызвать болезненные укусы и даже отравление. Бойги-змеи с кошачьими глазами, их иногда так и называют кошачьи змеи. Хотя род этилископусов тоже называют древесными кошачьими змеями. Любят прятаться в трещинах камней, под корягами и в норах, выходя на охоту ночью. А у нас часто можно встретить обыкновенных водяных ужей и медянок, гладких полозов. Медянки-змеи с заметно приплюснутой и относительно ограниченной от туловища головой, округлыми зрачками и гладкой чешуей. Медянка небольшая, но ловкая и скрытная змея, которую часто принимают за ядовитую гадюку. На самом деле она абсолютно безвредна для человека и даже полезна, потому что охотится на грызунов. А обыкновенный уж, пожалуй, самый узнаваемый в своем семействе, с характерными желтыми или белыми ушками на голове. Он совсем не опасен для человека, но его часто принимают за ядовитую змею и боятся. И он всячески не хочет, чтобы его трогали. И прикинется мертвым, переворачиваясь на спину, вываливая язык. Выделяет вонючую жидкость из анальных желез. Запах настолько противный, что многие хищники плюются и убегают. Шипит и делает ложные выпады, но никогда не кусается всерьез. Даже если кусает, это не больно и не опасно. Водяной уж – змейка, которая любит воду и охотится под водой. Водяной уж – ближайший родственник обыкновенного ужа, но с более рыбным уклоном. В отличие от своего сухопутного собрата, он почти всю жизнь проводит у воды, прекрасно плавает и ныряет. У водяного ужа нет светлых ушек на голове, которые есть у обыкновенного ужа. Из ужей хочется отметить змей-улиткоедов. Эти змеи известны своей уникальной специализацией на питании улитками. Они обитают в Юго-Восточной Азии. Плетевидки – это тонкие длинные змеи, которые живут в тропических лесах Азии. Их тело напоминает лиану, что делает их мастерами маскировки. Они ведут древесный образ жизни и охотятся на ящериц, птиц и даже других змей. Длина до 2 метров, очень тонкие, поэтому кажутся миниатюрными. Окрас от ярко-зеленого до коричневого и серого, что позволяет идеально маскироваться в среди веток. Голова вытянутая, заостренная и похожая на стрелу. Глаза крупные, с горизонтальными зрачками. Среди змей это редкость. Мало того, это единственные змеи с настоящим бинокулярным зрением. Именно она в свое время не хотела подружиться с ученым-зоологом Николаем Николаевичем Дроздовым. Королевские змеи. Не путаем с королевской коброй. Это группа неядовитых змей из семейства ужовых, известных тем, что они охотятся даже на ядовитых змей, таких как гремучники.
Вообще у змей частенько встречается каннибализм. Некоторые виды охотятся на своих сородичей регулярно, а у других это происходит лишь в исключительных обстоятельствах. Змеи могут поедать друг друга из-за конкуренции за пищу, территорию или просто из-за природных инстинктов. Королевские змеи не ядовиты, но, возможно, очень хотели ими быть, поэтому многие их виды похожи на коралловых змей, которые отпугивают хищников. Они не опасны для человека и часто содержатся как домашние питомцы из-за своего спокойного характера и красивой окраски. Если королевские очень хотели походить на ядовитых собратьев, то запросы одного из родов в семействе ужеобразных выглядят прямо-таки нереалистично. Они захотели летать как птицы, и у них это таки получилось, но пока только сверху вниз. Род украшенных древесных змей включает в себя летающих змей, которые способны планировать на десятки метров, расплющивая свое тело и скользя по воздуху, как парашют. Змея заползает на высокое дерево, выбирает цель для приземления, сгибает тело и отталкивается. Во время полета сплющивает тело, превращаясь в крыло, и маневрирует в воздухе, изгибая тело волнами, приземляясь на другое дерево или землю, попутно охотясь на ящериц и конкурентов в воздухе птиц и насекомых. А мы плавно планируем семейство аспидовые. Вот где рассадник самых ядовитых змей. Именно здесь встречаются кобры, мамбы, крайты, тайпаны, коралловые змеи и даже морские. Их главный козырь – быстродействующий нейротоксический яд, который парализует жертву в считанные минуты. Это вам не ужи. Практически у всех яд – сильный нейротоксин, поражающий нервную систему и может вызвать паралич дыхания. Зубы – короткие фиксированные ядовитые клыки, в отличие от гадюк, у которых они складные. Но о них позже. По характеру очень разные. Некоторые виды агрессивны, другие стараются избегать конфликтов и живут повсеместно. Пустыни, джунгли, болота, даже океаны. Они везде. Всего в семействе более 400 видов. И среди них самые ядовитые змеи в мире. И начнем, пожалуй, с самой известной змеи – королевской кобры. Королевская кобра – это самая длинная ядовитая змея в мире и один из самых умных и опасных хищников в мире рептилий. Она известна своим величественным поведением, способностью вставать на треть тела и раздувать капюшон, а также тем, что поедает других змей, включая ядовитых. Но она не атакует без причины. В 90% случаев она просто уползает или предупреждает, раздувая капюшон и издавая громкое шипение. На капюшоне королевской кобры отсутствуют какие-либо узоры. Это отличает ее от настоящих кобр. Зато у некоторых, например у индийской, на капюшоне есть рисунок, напоминающий очки. Такой рисунок служит средством устрашения. Если кто-то подкрадется сзади, то подумает, что змея смотрит на него, испугается и убежит. Многие подумают, и есть тот, кто не убежит. Это мангуст, гроза змей. Но это не совсем так. Мангуст не убивает змей просто так. Если он сыт, он может проигнорировать змею. Если рядом с ним живут маленькие неопасные змейки, он их не тронет, если, конечно, не голоден. Помимо того, ест насекомых, ящериц, мелких млекопитающих, грызунов, птичьи яйца, а иногда и фрукты. В общем, всеяден. Но змеи – это отличный источник белка, а для мангуста не проблема их поймать. Он не воюет со змеями по зову сердцу, а просто ест их, как мы едим курицу. Он защищает территорию потомства, поэтому изгоняет и убивает змей. Он не боится укусов, но все равно дерется очень осторожно, чтобы не получить ранение. Мангуста можно назвать самым смелым хищником против змей, но он не бессмертный. И если змея все-таки его укусит, он может умереть. Когда люди узнали, что мангусты якобы охотятся только на змей, они решили, что эти зверьки – идеальное биологическое оружие против них. В результате мангустов массово завезли в разные страны, надеясь, что они их уничтожат. В 1872 году первые мангусты были выпущены в Пуэрто-Рико. В 1876 их завезли на Ямайку и Кубу. В 1883 Гавайи тоже получили свою порцию мангустов. Идея казалась гениальной, но не учли одного. Оказалось, что мангусты охотятся днем, а змеи ночью. Мангусты не встретили большинство змей, на которых должны были охотиться. Зато они начали убивать других животных, которых было легче поймать. Птиц, лягушек, насекомых.
Их популяция вышла из-под контроля, никто не мог их остановить. Результат: змеи не исчезли, а мангусты стали новой экологической катастрофой. Люди хотели избавиться от змей, а получили новую проблему. Это случай отличный пример того, что нельзя бездумно вмешиваться в природу. А мы двигаемся дальше. Королевская кобра хоть и очень ядовитая, но есть в этом плане прямо-таки рекордсмены. Это тайпаны. Это одни из самых опасных змей на планете, обладающие сильнейшим нейротоксическим ядом, который может убить человека за полчаса. Яд в 50 раз сильнее, чем у кобры. Они встречаются в Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. И несмотря на свою смертельность, не агрессивны и стараются избегать людей. Тайпан внутриконтинентальный или тайпан Маккоя – самый ядовитый змей в мире. Очень скрытный, его крайне редко встречают в природе. Не агрессивен, но если атакует, делает это со сверхскоростью. Тайпан прибрежный, более распространенный и опасный, более агрессивен, чем внутриконтинентальный тайпан. Тигровая змея – это одна из самых опасных змей Австралии, обладающая мощным нейротоксическим ядом. Несмотря на свое название, она не всегда имеет полосатый окрас, но известна своей агрессивностью и способностью атаковать без предупреждения. Яд у нее один из самых сильных среди всех наземных змей Австралии. Содержит нейротоксины, гемотоксины, еще и миотоксины, которые разрушают мышцы, приводя к отказу органов. Но если говорить о самой агрессивной змее, то, пожалуй, это черная мамба, живущая в Африке. Она известна не только своим смертоносным ядом, но и тем, что нападает на врага без страха и может преследовать его. Это одна из самых быстрых, умных и опасных змей в мире. По сравнению с ней королевская кобра – благородный рыцарь, у которого испытывают терпение. Она не боится людей, в отличие от большинства змей, которые предпочитают уползти. Если нападает, делает это быстро и без предупреждения. Может атаковать несколько раз подряд, нанося 5-10 укусов. И к тому же преследует жертву. Известны случаи, когда мамба гналась за людьми. Защищается очень агрессивно, раздувает шею, открывает черную пасть, издает громкое шипение. Но большинство змей атакуют только в крайнем случае, а черная мамба сама идет в бой, да и яд в 10 раз сильнее, чем у кобры. И раз уж пошел разговор об агрессивных змеях, нельзя не упомянуть бушмейстера и габонскую гадюку. Пусть они и из семейства гадюк. Бушмейстер – грозный хозяин южноамериканских джунглей. Самая крупная гадюка, до 3,5 метров. Обожает делать ложные выпады, а затем резко атаковать. Яд разрушает мышцы, вызывая мучительную смерть. Главный признак агрессии – может гнаться за жертвой до нескольких метров. А габонская гадюка живет в Африке. У нее самые большие клыки в мире, до 5 сантиметров. Очень злопамятная. Если ее напугать, может атаковать спустя время. Главный признак агрессии – атакует без предупреждения, а ее укус почти всегда смертелен. Что самое прозаичное, что и они не самые опасные. По статистике укушенных и смерти в Африке, пальму первенства держит флегматичная шипящая гадюка. Толстая змея с широкой плоской головой, длиной в среднем около метра вместе с хвостом. Встревоженная приближением хищника или человека, гадюка раздувается в размерах, выгибает туловище в форме латинской буквы «С» и издает громкое и непрерывное шипение. В то же время она может вести себя бесшумно, либо попытаться ускользнуть в кусты, не вступая в контакт. Сильно раздраженная змея делает внезапный молниеносный бросок вперед, кусает пришельца и также быстро возвращается в исходную позицию. Длинные зубы легко проникают через негрубую кожу. Укусы гадюки приносят населению Африки больше смертельных исходов, чем укусы любой другой змеи на этом континенте. Помимо большого количества яда, сопутствующими факторами такого результата является широкое распространение, многочисленность, крупные размеры и длинные зубы гадюки, а также ее привычка караулить жертву возле звериных троп. Накладывает отпечаток также тот факт, что иногда незаметная в траве змея нападает без предупреждения. Очень ядовитые крайты и коралловые змеи. Красивые, но смертельно опасные. Несмотря на красивую окраску, они обладают мощными нейротоксинами, вызывающими паралич и остановку дыхания. Смертность без лечения до 80%. Крайтов называют
бывают змеями-зомби. Их укус не вызывает боли, но жертва медленно впадает в кому. Одно спасает, что Крайт очень скрытный и кусает только при крайней необходимости. И коралловые змеи кусают очень редко, потому что у них маленькие зубки, и они не могут быстро впрыснуть много яда. Они редко кусают людей, но если это случается, шанс выжить без антидота минимален. И лучше в природе лишний раз не встречаться. Есть змеи, которые могут не только укусить, но и плюнуть в обидчика. Это плюющиеся кобры, общее название нескольких видов змей. Они обладают по-настоящему уникальной защитной тактикой. Они плюются ядом, целясь прямо в глаза противника, что может вызвать слепоту, и плюются они на приличные расстояния. Они могут точно выплевывать яд на расстояние до 3 метров, приговаривая про себя: «Глаза б твои меня не видели». Очень ядовитые и морские змеи, которые проводят всю жизнь в воде и обладают сильнейшим ядом. Их яд в несколько раз токсичнее, чем у кобр или крайтов, например, змея Белчера, но они почти никогда не нападают на людей. Морская крайтовая змея, дюговая морская змея, оливковая морская змея, пиламида – единственная морская змея, живущая в открытом океане. И опять-таки есть исключения среди морских змей. Это носатая ингидрина. Носатая ингидрина или пилоносая морская змея – это самая ядовитая и смертоносная морская змея в мире. Несмотря на свои небольшие размеры, она ответственна за большинство смертельных укусов среди всех морских змей. Яд нейротоксический и миотоксический, парализует мышцы, вызывает остановку дыхания и разрушает ткани. Она очень агрессивна, особенно в брачный период. Главная опасность в том, что укус ее часто безболезненный, и человек может не осознать угрозу, пока не станет слишком поздно. А мы переходим к гадюкам. Ученые считают, что гадюки имеют ряд значимых признаков, которых нет в других семействах змей, и находятся на вершине эволюционного развития среди них. Например, у гадюк очень длинные клыки, которые, если не используются, могут складываться. Это происходит благодаря тому, что они прикреплены к челюсти подвижно, как на шарнирах. Гадюки имеют самые большие ядовитые железы, которые расположены в конце головы, отчего она имеет такую широкую треугольную форму. Производимое этими железами большое количество яда содержит компоненты, воздействующие на кровь, кровеносные сосуды и на нервные окончания. В зависимости от вида гадюки, укусившего человека, и концентрации ее яда, может развиться гемофилия, разрушение тканей и даже наступить смерть. Гадюковые очень широко распространены, благодаря тому, что находятся на вершине пищевой цепочки. Едят все и всех, что им под силу заглотить. Они живут по всему миру благодаря своей приспособляемости к любым условиям жизни. Никто, кроме них, не выживает за северным полярным кругом в Заполярье. И самая распространенная в Евразии, пожалуй, обыкновенная гадюка. Это не крупная змея. В зависимости от подвида и части ареала вырастает до 40-60 сантиметров. Северные особи бывают значительно крупнее. Внешний облик гадюки типичен. Относительно толстое тело, короткий хвост, хорошо выраженный шейный перехват. Голова треугольной формы. Последние две черты особенно выражены у самочек. Зрачки вертикальные, чешуйки на спине и боках ребристые. Окраска тела обыкновенной гадюки очень изменчива. Основной цвет змеи может быть от светло-серого или кремового до бурого и коричневого, по которому вдоль спины идет узор в виде зигзага. Всю жизнь они обычно проводят на одном месте, в пределах нескольких сотен метров. Из мест зимовок выходят в средней полосе в конце апреля, начале мая. Уходят зимовать соответственно в октябре. Зимуют обычно небольшими группами, но бывают скопления довольно большие. В прошлом отмечались группы по 200 и даже 300 змей. Гюрза – это настоящая королева гадюк. Крупная, мощная и опасная, она может достигать 2 метров в длину. Ее яд очень токсичен, а характер вспыльчивый и агрессивный. Это не та змея, которую хочется встретить в дикой природе. Ведь гюрза известна своей смелостью и готовностью к атаке. Гюрза – это настоящая машина охоты. Сильная, быстрая и очень опасная. Ее яд способен убить даже крупную добычу, а характер делает ее одной из самых непредсказуемых гадюк. Если вдруг окажешься в ее ареале, лучше держаться подальше, ведь гюрза не любит гостей.
Эфа – смертоносный охотник пустыни сухих степей. Она считается одной из самых ядовитых гадюк и отличается молниеносной атакой, которая может сразить жертву за доли секунды. Кроме того, Эфа уникальна своим способом предупреждения врагов, свернувшись в два полукольца и держа голову в середине этой дуги. Она непрерывно скользит одним полукольцом по другому, и боковые чешуйки с зубчатыми ребрышками издают громкий шипящий звук, будто льется струйка воды на раскаленную сковородку. Эта змея передвигается по рыхлым песчаным барханам особым боковым ходом, свернувшись тарелочкой, увеличивающей площадь ее тела. При движении змея так изгибает тело, что кажется, будто она движется не вперед, а вбок. Остающийся после этого след из отдельных косых полос с крючковатым концом является ее визитной карточкой. А если ей надо спрятаться от врагов, настолько мгновенно зарывается в песок, что кажется, она в нем тонет. В семействе гадюк есть подсемейство ямкоголовых змей. Именно эта группа змей включает одних из самых известных ядовитых змей, таких как щитомордник, гремучие змеи, мамуши и копьеголовые змеи. Причем американских называют ботропсами, а азиатских куфии. Их отличительная особенность – наличие специальных термочувствительных ямок на голове, которые позволяют им видеть тепловое излучение добычи, что особенно важно для охоты в ночное время. Щитомордники – это небольшие, но весьма ядовитые змеи, которые живут в умеренных и холодных регионах, включая Россию, Китай, Монголию и Северную Америку. Название щитомордник появилось из-за широкой приплюснутой головы, которая напоминает щит. Они не так известны, как гюрза или эфы, но их яд тоже опасен. Гремучие змеи – это легендарные ядовитые рептилии, обитающие в Северной и Южной Америке. Они известны своим уникальным хвостом с погремушкой, устрашающим видом и мощным ядом. Несмотря на грозную репутацию, гремучие змеи редко нападают на человека первыми. Они предупреждают врага о своем присутствии, издавая характерный трещащий звук. Это слои ороговевших чешуек, которые со временем накапливаются после линьки и при трении создают громкий треск. Каскавелла – это испанское название для южноамериканских гремучих змей, в частности бразильской гремучей змеи. Эти змеи встречаются в Центральной и Южной Америке, известны своим сильным ядом и характерной погремушкой на хвосте. Другое название каскавеллы – страшный гремучник. Единственная гремучая змея, обитающая в Южной Америке. В отличие от своих североамериканских родственников, она обладает более токсичным ядом, включающим нейротоксины, что делает ее особенно опасной. Но еще опаснее ботропсы. Это одни из самых опасных ядовитых змей Латинской Америки. Они известны своим молниеносным укусом, мощным гемотоксическим ядом и агрессивным поведением. Название ботропс означает копьеголовая змея из-за характерной формы головы. Среди них встречаются жуткие представители, такие как грозный жарарака. Жарарака обитает в Центральной и Южной Бразилии, где является самой массовой змеей, а также в Парагвае, Уругвае и Северной Аргентине. Населяет кустарниковые и травянистые саванны и сухие редколесья. День проводит в укрытиях, иногда выползая погреться на солнце. Активна змея ночью и в основном питается различными грызунами и птицами. Жарарака представляет реальную угрозу для жизни человека. В Бразилии от 80 до 90% всех змеиных укусов приходится на ее долю. Как у всех ботропсов, яд жарараки вызывает сильные отеки и некроз тканей в области укуса. Недалеко от Бразилии, к югу от Сан-Паулу, в теплых водах Атлантического океана расположен Дивный остров. С высоты птичьего полета он манит пышной растительностью и океанским бризом. Кажется странным, что на острове нет отелей и туристического бизнеса, но это только на первый взгляд. Дивный остров непригоден для жизни. Все дело в змеях. Они в невероятных количествах живут на земле, с деревьев свисают гроздями, ползают возле воды. Лес словно шипит тысячами опасных змеиных голосов. Эта земля – настоящее змеиное царство и самый крупный природный серпентарий в мире.
Густота населения составляет 5 змеючек на 1 квадратный метр. Именно островные ботропсы облюбовали этот остров. Мамуши – это самая известная и опасная ядовитая змея Японии. Встречаются также в Китае, Корее и на Дальнем Востоке России. Несмотря на небольшие размеры, ее яд чрезвычайно токсичен, а сама змея обладает отличной маскировкой и охотничьими навыками. И раз мы уже в Азии, давайте посмотрим на куфий. Родственницы по другую сторону океана, азиатские копьеголовые змеи куфии, красивые, но смертельно опасные хищницы, отлично адаптированные к жизни в джунглях и горах. Куфии бывают разных окрасов. Это и ярко-зеленые ядовитые змеи, красные, иногда темные, обитающие в тропических лесах Азии. Но, пожалуй, самое необычное – это голубая комодская куфия. Очень красивая змея голубого цвета. Одна из разновидностей островной куфии, эндемика Малых Зонских островов в Индонезии. Они известны красивым окрасом, древесным образом жизни и мощным ядом. Эти змеи часто встречаются на ветках деревьев, где поджидают добычу, используя тепловые сенсоры. И несмотря на свой элегантный вид, они могут быть очень опасны. А есть гадюки с рожками. Это рогатые гадюки. Это одни из самых необычных змей, ведь у них на голове есть похожие на рога отростки, которые делают их настоящими мастерами маскировки. Эти змеи живут в пустынях и каменистых районах, идеально сливаясь с песком и подстерегая добычу. Земляные гадюки – своеобразные змеи, ведущие подземный, роющий образ жизни. Их родство с настоящими гадюками проявляется в строении зубного аппарата и в большом числе продольных рядов чешуй на туловище. По другим признакам они резко отличаются от типичных гадюковых змей и имеют конвергентное сходство с роющими змеями из других семейств, поэтому их отнесли к своему собственному семейству. Известные как земляные гадюки или стилетовые или шпильковые змеи встречаются в основном в Африке, а также несколько видов обитают на Ближнем Востоке. Эти змеи известны своими специализированными приспособлениями к роющему образу жизни и своим мощным ядом, что делает их грозными существами. Одной из особенностей этих змей являются их уникальные клыки. В отличие от большинства ядовитых змей, которые имеют фиксированные или шарнирные клыки, стилетовые змеи обладают необычно длинными фиксированными клыками, которые расположены таким образом, что не могут наносить удары и отравлять, не открывая полностью пасть. Эта адаптация позволяет им впрыскивать яд в узкие подземные туннели, где пространство ограничено, что делает их особенно эффективными в подавлении добычи или защите себя в их тесной среде рытья. Яд для человека очень токсичен и представляет большую опасность. В Юго-Восточной Азии обитает семейство необычных драконовых змей. Эти змеи известны своей редкостью, уникальной анатомией и скрытным образом жизни. И самая необычная из них, пожалуй, яванская драконья змея. Она имеет характерные увеличенные чешуйки на спине, создающие необычный внешний вид. Но есть у змей и вполне безобидные создания. Они, как и земляные гадючки, ведут в основном подземный образ жизни. Это слепозмейки. Они одни из самых примитивных змей. Представители этого семейства широко распространены в тропических и субтропических регионах по всему миру, за исключением Антарктиды. У слепозмеек очень маленькие рты, что соответствует их рациону. Они заглатывают мелкую добычу целиком, и добыча у них в основном насекомые и черви. Слепозмейки одни из самых скрытных и необычных змей в мире. Они абсолютно безопасны для человека, но играют важную роль в экосистеме, регулируя численность насекомых. Но есть удивительные и неядовитые змеи, и они точно не последнего размера. Это удавы и питоны. Два семейства неядовитых змей, которые убивают свою добычу удушением. Их часто путают, потому что они похожи по внешнему виду и охотничьей тактике. Но между ними есть важное отличие. Помимо того, что удавы живут только в западном полушарии, а питоны только в восточном. Удавы живородящие, а питоны яйцекладущие. По массе удавы тяжелее, зато питоны их длиннее. Удавы и питоны выделяются своей мощной мускулатурой и особым способом охоты. Они душат добычу, обвивая ее кольцами, что приводит к удушью, остановке кровообращения. И, пожалуй, самое известное – это анаконда, и она удав.
Про фантастически огромную змею ходит множество легенд и слухов. Первые колонизаторы Южной Америки всем подряд рассказывали, что глубоко в джунглях водится змея более 10 метров в длину, а может и больше, и полтонны весом. Конечно, все это выдумки. Действительно, змея большая, но не настолько. В 2024 году в Амазонке учеными была обнаружена самка анаконды длиной 6,3 метра, весом около 200 килограммов. И это очень много. Обычно самочки весят до 150 килограммов, при размере редко до 6 метров, а самцы и того меньше, около 30-60 килограммов. И как показывают страшилки, они не питаются людьми. Крупные самочки очень любят капибар. Очень редко могут пообедать более крупной добычей – кайманом, олененком, пекарем, ягуаром, например. Но обычно все наоборот. У ягуаров чаще колбаса на столе. Особи поменьше питаются рыбой, своими собратьями поменьше, черепашками, зазевавшимися птичками и другой небольшой живностью. Анаконды – это полуводные змеи, предпочитающие болотистые местности и тропические реки. В основном прячутся, затаиваются в воде, оставляя снаружи только глаза и ноздри. Удавы славятся не только своей мощью и необычными охотничьими техниками, но и яркими расцветками и узорами. Некоторые из них выглядят очень эффектно. Обыкновенный удав, радужный удав, мадагаскарский, эмеральдовый, калифорнийский или розовый удав и кубинский. А самые маленькие – это земляные удавы или тропидофисы, общей длиной не больше 60 сантиметров. А из питонов самый длинный сетчатый питон, самая крупная яйценесущая змея, обитающая в Азии. Было изучено более 1000 диких сетчатых питонов на юге Суматры, длина которых по оценкам составляет от 1,5 до 6,5 метров. Сетчатые питоны длиной более 6 встречаются редко, хотя согласно книге рекордов Гиннесса, это единственная из ныне живущих змей, которая регулярно превышает эту длину, и пока это самая длинная змея в мире. Официально зарегистрированная длина 7 метров 70 сантиметров при весе 159 килограммов. Питон-медуза, содержащийся в неволе в США. Помимо сетчатого есть и другие виды питонов. Тигровый, африканский, ковровый, королевский, зеленый питон и еще 3 десятка видов. Вообще, видов змей на планете Земля много. Это и узкоротые змеи, домовые, мадагаскарские, щитохвостые, группа индоавстралийских змей. Все они по тем или иным признакам похожи на змей, которых мы видели. Не ядовитые или ядовитые, охотятся на мелких млекопитающих, в основном грызунов, птиц, на птичьи яйца и иногда могут цапнуть человека, испортив ему настроение, а возможно и жизнь. Люди всегда считали змеи своими врагами и при каждом удобном случае, при каждой возможности стараются убить любую змею. Хотя змеи удивительные и часто недооцененные существа, которые играют важную роль в экосистемах и даже приносят пользу людям. Исследования змей помогают ученым разрабатывать новые технологии. Их гибкость и способность передвигаться по сложным поверхностям вдохновили инженеров на создание роботов-змей, используемых для поиска людей под завалами. Кроме того, изучение змеиной кожи помогает в разработке новых материалов для брони и медицины. Яд змей уже давно используется в фармацевтике. Он служит основой для разработки лекарств, включая препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обезболивающие и противоядия. Например, яд гремучих змей применяется для создания лекарств, снижающих кровяное давление, а нейротоксины кобр исследуются для создания обезболивающих. А ведь змеи нужны не только как поставщики яда, у них есть и более серьезное назначение на Земле. Змеи – необходимые участники многих процессов, так называемых биоценозов. Были случаи, когда те или иные районы подвергались нашествию гадюк. Опасных пришельцев уничтожали, полностью очищая районы от этих присмыкающихся. Люди получали возможность безбоязненно ходить по лесам и полям. Но через некоторое время на эти районы обрушивалась новая беда –
мышиная напасть. Полчища грызунов опустошали поля и амбары, и невдомек было людям, что сами они накликали эту напасть, уничтожив гадюк. Не знали люди, что основная пища этих змей – грызуны, что именно гадюки во многом сдерживают рост численности грызунов, которые при благоприятных для них условиях могут размножиться в огромных количествах. И это не только гибель урожая, не только уничтожение запасов в амбарах и хранилищах, это чума, тулеремия, инфекционная желтуха и многие другие опасные заболевания, возбудители которых разносят грызуны. Можно привести множество подобных примеров, но и так должно быть ясно: нельзя нарушать равновесие в природе, тем более нельзя грубо и жестоко вмешиваться в ее жизнь. Она не терпит насилия, и люди на своем печальном опыте не раз убеждались в этом. Змей на планете становится все меньше и меньше. Даже если бы вдруг произошло чудо и человечество изменило свое отношение к змеям, оставили бы их в покое, численность этих пресмыкающихся все равно продолжала бы падать. Во-первых, уменьшение количества подходящих для змей мест обитания. Во-вторых, меняется ландшафт нашей планеты. В-третьих, змеиного яда требуется все больше, и охотники за змеями вылавливают их все активнее, нередко убивая змей по тем или иным причинам. Николай Николаевич Дроздов как-то сказал, что мягких и пушистых все любят, их легко любить, а этих безногих, чешуйчатых всяких тоже же кто-то должен любить. Вот, например, он. И эти слова вселяют надежду. Это замечательная мысль. Мудрый человек, настоящий вдохновитель, который умеет видеть красоту в каждом существе, даже если оно не пушистое и не вызывает умиления у большинства людей. Ведь змеи, рептилии, пауки, они не милые в привычном смысле, но они удивительны. Они обладают гениальными механизмами охоты, уникальной анатомией, древней историей эволюции. Они нужны природе не меньше, чем пушистые белки или грациозные кошечки. И главное – это любовь к природе. Не только восхищение милыми существами, но и уважение к тем, кто пугает, удивляет, вызывает трепет, как наши сегодняшние герои, скользящие по земле, как живые тени, иногда становясь почти невидимыми для человеческого глаза. Змеи. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.